Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить, как примирить мужчину и женщину для создания гармоничных, а главное, долгих, крепких отношений, что сейчас является проблемой, чтобы семья не просто было как непонятно неопределенное название какое-то, чтобы это что-то было очень фундаментальное, то, что закреплено в сознании людей, как что-то очень серьезное, как то, что не нужно к этому легкомысленно относиться, а главное, что это нужно и важно. Я сегодня поговорю о комплексе, который считаю, что нужно вводить, что-то изменять, что-то нужно, может быть, убрать. Обо всем сегодня поговорю. Я начну с своего нововведения, с этого видео, и в следующих я буду озвучивать лучший комментарий от зрителя. И это комментарий от зрителя Вектор Прайм. Он написал о том, что пока мы боремся друг с другом, такие темные, корень зла, как бы вот темная эта энергия такая уходит в никуда, и корень зла не выяснен. И также он посоветовал мне вот среди множества каналов, которые есть на тему отношений, может быть, сделать мой канал по чуть-чуть, рассказывать людям о том, что все-таки люди нужны друг другу, и это и на самом деле так оно и есть. Который был написан к прошлому моего видео. Спасибо вам большое за него. И также вы сами, зрители, можете ставить лайк под каким-то понравившимся комментарием, и таким образом мы будем понимать, какой комментарий вам лично нравится. Кстати, очень много комментариев, еще раз вас благодарю за это. Минфин, тут проскочила новость сегодня, хочет ввести госпошлину. Вы все сидите? Осторожно, может быть, кто-то стоит, присядьте, пожалуйста. Аж 8 раз хочет увеличить госпошлину с 650 рублей аж до 5000, представляете? Вот я думаю, вот кто не найдет такие деньги на развод со своей любимой, если уж очень прям захочет. То есть это не 350, это не 500 тысяч, это всего лишь 5000 рублей. Мне это напоминает, какие-то у нас есть моменты, когда нужно что-то там оформить, то, что раньше было бесплатно. Сейчас это все любое действие ты должен за что-то заплатить, или что-то было платно раньше, но стоило недорого, все увеличивается, да, и, в общем, не совсем понятно, точнее, непонятно, да, для чего это. Явно не для того, чтобы урегулировать семейную ситуацию. Вы знаете, я подумала о том, что на самом деле, если бы большое количество людей занималось бы своей, скажем так, личной, да, жизнью, и были бы поглощены вот этим состоянием любви или влюбленности, те, кто ощущал это, понимают, о чем я говорю, когда тебе, может быть, где-то внешний мир, он не очень интересен, ты поглощен этим чувством, и тогда бы действительно меньше бы интересовали, не знаю, какие-то новости, которые вот люди бывают там, не 24/7, но вот постоянно следят. Вот я тоже смотрю на таких людей, какая-то нервозность есть у этих людей, потому что вот это подсаживается вот на эту информацию, для этого и делается, да, все, и человек постоянно, вот я просто понимаю, что я не могу влиять на те вещи, которые происходят глобально в мире. Зачем я буду тратить столько энергии на то, чтобы прям вот сидеть и постоянно что-то, то есть я понимаю просто, для чего это сделано, да, и я к тому, что если бы действительно мы больше занимались своей жизнью, то то, что нам хотят все время у нас вот просто закидывать информацией, как правило, это негативная информация, нас бы это меньше волновало, это точно. Я вообще тут решила покопаться в нашей семейном кодексе, да, это такой законы, который регулирует семейные отношения, и вы знаете, вообще там конечно, очень спорные моменты, то есть, начиная с того, что, конечно, там не написано о том, что должен мужчина делать, что должен женщина делать, вообще как себя вести, да, в семье, может быть, это какая-то другая книга должна быть, но точно должно быть что-то прописанное. Настолько сейчас все в этой такой свободе,
и отстаньте от людей, вот он такой, да, вот он себя так свободно проявляет. Свобода — это хорошо, но все равно мы живем в правовом государстве, и все должно регулироваться законами, поэтому не во всем нужна свобода, и нужно полное понимание, что требуется от мужчины, что требуется от женщины. И там есть спорные такие моменты из серии, знаете, значит, если мужчина, женщина, жена, муж, да, у них родился ребенок. И, значит, неважно, там, если муж, там, не знаю, он капитан дальнего плавания, вот там год не было, да, в этот момент, когда ребенок родился, в этот период прям, или, не знаю, там, он улетал на год, да, и ребенок родился, то есть абсолютно неважно, как бы, по сути, от кого получается ребенок, то есть эта женщина, как бы, она может вот как бы просто своим желанием, да, изъявить, если она что-то там захочет. А мужчина, чтобы что-то доказать по этим законам, он должен там, не знаю, 33 инстанции пробежать, столько бумажек собрать, еще ты там докажи что-то. Ну, то есть там, конечно, семейный кодекс точно нужно менять. Я, конечно, понимаю и считаю, что в первую очередь, чем нужно заниматься, это, конечно, образованием. Образование нужно менять, потому что образование влияет на все сферы жизни, да, то есть мы там в школе можем изучать какие-то предметы, которые нам в жизни, в принципе, потом не понадобятся. Ну, понятно, там это развивает наше мышление, да, вот, но может быть, в этом направлении нужно поработать. И, ну, конечно, образование — это такой камень преткновения, потому что чем более как бы послушный гражданин, законопослушный, да, тем легче как бы управлять человеком, поэтому как бы, ну, сказать, что не так-то прям все заинтересованы, чтобы у нас образованные люди выходили из стен институтов. Ну, я надеюсь, что ситуация изменится. Вообще вот эта точка деградации, которую мы проходим сейчас, знаете, вот был период, когда создавались шедевры, да, сейчас есть талантливые люди, просто шедевров нету. И было огромное количество вот там во всех, если взять культурные сферы, да, там произведения были, уже классика, которую мы перечитываем. Не хочется брать то, что современное, хочется к классике больше обращаться, потому что это на века, потому что это действительно что-то стоящее. Или там, да, какие-то музыкальные произведения, ну и там писатели, художники. Это была целая такая эпоха, где действительно было огромное количество талантливых людей. А сейчас мы проходим эту точку деградации, и я тут, знаете, меня осенило, я подумала, а вот с женщинами же тоже сейчас так происходит, по сути. Ведь для мужчин сейчас вот эта деградация в женщинах, она как раз может дать ответ на то, какая на самом деле должна быть женщина. Потому что, опять же, мы живем в этой свободе, где вот, говорю, да, оставьте человека, не трогайте, вот он такой свободный, он так мыслит, да, вот, и поэтому мы немножко как бы позабыли ориентиры, мы немножко позабыли о том, как должна выглядеть женщина настоящая, ну, я так в переносном смысле, да, то же самое относится и к, соответственно, мужчине. Поэтому вот это вот, чтобы подняться, нужно опуститься, да, нужно с чего-то оттолкнуться от чего-то. Поэтому вот, может быть, это и неплохо, знаете, когда сейчас мужчины жалуются на то, что женщин нет нормальных, с которыми можно создавать семью, может быть, как раз вот это вот и дает хорошее такое понимание, потому что в любом случае, но все равно потом, что время изменится эта деградация, пойдет рост, я думаю, что пойдет рост, будут изменения в этом плане. И я сказала про женщин, да, которые действительно сейчас требуют вот образования, как раньше, например, вот, не знаю, там, институт благородных девиц был для девушек, да, мне кажется, было бы неплохо сейчас это вводить, потому что не хватает культуры, не хватает воспитания,
воспитания, образования для девушек в этом направлении. И не хватает мужчинам тоже воспитания. Мне пишут в комментариях о том, что некоторые мужчины пишут про других мужчин, и я считаю, что это очень основательно и достойно внимания такие комментарии, что сами мужчины не ставят себе высокую планку. Вы знаете, я тут проехалась в метро, давно не была в метро очень, и наблюдаю уже несколько дней, как мужчины себя ведут просто элементарно, как они отталкивают, как они хотят сесть поскорее на это кресло. Знаете, мне смешно, честно, становится, и мне грустно становится от того, что сейчас вот такие мужчины, ну это вот по европейскому следу мы идем, однозначно, вот там уже в принципе давно никто никому не уступает, но насколько это немножко так, знаете, смотрится со стороны, ну прям жалко, честно. И я вот тут видела как раз, когда девушка уступала место бабушке, и я сама там ехала, когда в автобусе, я говорю, садитесь. Это вот, кстати, старшее поколение, они так не бегут, чтобы, знаете, сесть. Это вот, это молодые сейчас. Я посмотрела, ребята все сидят, развалившие ноги, начиная от подростков, да, там 30 лет, 40, еще там сидят как коровы, я извиняюсь, жуют жвачку вот таким очень этим, не знаю, вот сидят вот так вот как-то, ноги там раскинули на пол вагона. В общем, немножко как-то тоже я бы воспитанием, конечно, мужчин бы точно занялась. Такой важный момент, что я бы, знаете, как сделала? Я бы сделала так, чтобы, например, мальчики изначально, чтобы вот этот вот путь от там, детского садика, школы и дальше, чтобы был равный процент женщин и мужчин в этой образовательной всей системе, чтобы не было такого, чтобы только женщины, и мальчик вот привыкал, да, что его всегда окружают женщины, и он в социуме с женщинами, поэтому мы получаем женоподобного мужчину. Поэтому эту систему нужно рушить, ее нужно ломать, не жалеть об этом. Вот это я бы точно изменила. Знаете, как у спартанцев было? Может быть, это жесткая была школа, там обвиняли, да, в жесткости, но тем не менее был какой-то соревновательный момент, когда мужчины проявляли таким образом силу. Посмотрите, все эти там боя, эти UFC, да, сколько там мужчин на это смотрит все. И, ну, вообще вот эта тема какого-то преодоления для мужчин, вот эта планка сама должна быть у мужчины. Если вы хотите покорную женственную девушку рядом с собой видеть, ну, соответственно, вы должны быть мужественными очень. И начинать нужно с себя, не нужно говорить, что сейчас нет таких женщин, вот мы подождем, пока будут. Нет, это также относится к нашей жизни. Мы сами делаем свою жизнь счастливой. Если мы будем ждать, что к нам кто-то постучится и принесет это счастье, так не бывает. Конечно, должны быть обязательно санкции, то есть не вот эти 5000 жалкие рублей, которые человек заплатит и будет себе спокойно там, да, радоваться разводу, а нет, чтобы человек в первую очередь подумал изначально, как, знаете, в некоторых странах есть, когда человек осознанно входит в этот брак, понимая, что его ждет и сколько он примерно, да, заплатит за это. Поэтому санкции должны быть и для женщин, которые могут легко там отказаться или там, не знаю, там сказать, что это их ребенок, да, без всяких там, как сейчас тоже мужчины хотят ДНК запросить там и так далее, да. Но это все должно быть точно как-то и финансово урегулировано. На словах это все не получится, и законы работают против мужчин. Нужно настроить так законы, чтобы они были равносильны, чтобы они были, конечно, не ущемляли прав мужчин.
Я бы еще ограничила доступ к соцсетям, может быть, какое-то количество часов, или, может быть, там комментарий нельзя было писать, или, может быть, вообще для молодых девушек я бы вообще убрала эти соцсети. Мы же жили раньше без них абсолютно спокойно. Что произошло с миром? Почему все так подсели на них? И это как тоже такая тема деградации, да, вот я даже смотрю по метро, все сидят в этом приложении, в телефоне, не все, но много там, даже по взрослым смотрю, все там эти шарики играют. Ну вот раньше как-то с газеты читали, да, с умным видом, там как-то анализировали информацию, пропускали через себя, да, этот анализ шел. Мозг был задействован. Вообще даже 40% мы не используем наших возможностей, мы даже сами не знаем, насколько мы могущественны в этом, сколько мы можем, но мы это не задействуем. А здесь уже еще эти шарики, фонарики, это, в общем, просто очень сильно все это расслабляет, и вот это вот, значит, соцсети, какие-то, может быть, приложения. Я бы вот поработала над этим и ограничила бы количество, да, вот это. И я бы больше говорила о том, что человеку нужен другой человек, больше бы как-то вносила в общество уважение к противоположному полу. Это сейчас тоже имеет большое значение. Я даже по комментариям смотрю, вы знаете, мне иногда, честно, мне приятно, что мне пишут комментарии в таком количестве, но иногда просто думаешь, ну вот к чему ты свое вот это вот написал, то есть настолько неуважительное, пренебрежительное. Помните всегда о том, что мы притягиваем в свою жизнь людей, которые соответствуют нашему уровню развития на данный момент. Ну и, конечно, кодекс бы поменяла, но что это такое там? У мужчин вообще никаких прав нету, никак вообще, просто в ущербном состоянии. Что ж, вот так вот, такие мысли, и я благодарю всех за просмотр, увидимся уже завтра. До новых встреч, пока!